Привет, мои дорогие. Очень много новостей на самом деле, и причем такие интересные, разного формата. Фронт ВСУ Гуляйполя уже рухнул, об этом даже Стерненко заявляет. Я вам отдельно прочитаю. Ну и две коллеги, это как результат того Майдана, который они хотели сделать. Как знаете, я записал шортс и также выложил его в ТикТок, там через друзей, у меня же нет ТикТока, выложил через их там ТикТок, и там люди пишут, я читаю комментарии, что не заплатили по 500 гривен, чтобы они вышли на Майдан. Как-то так вот. Хорошо, окей, сегодня Молдавия была такая, знаете, именно в авангарде со своими, депутатами молдавскими. Вот смотрите, в Молдавии депутат от партии «Действие и солидарность» Михаил Друце. И вот сейчас я вам покажу его заявление, на молдавском языке, конечно. Я вам сокращу. Короче, он заявил, что, оказывается, вот я его прямую речь, во время обсуждения закрытия Российского центра науки и культуры заявил, что геи в Бессарабии появились вместе с Российской империей и лично с приездом Пушкина, дорогие мои, понимаете? То есть, это и была причина. Причина, при которой закрыли этот центр. То есть геи в Молдавии нормально, ЛГБТ-парады там нормально, но центр российский закрывать надо, потому что геи в Молдавии, вы понимаете вообще абсурд этого всего? То есть в Молдавии разрешены геи, у них там есть гей-парады и все остальное, она же там в Европу стремится, поэтому там геи должны быть разрешены. И этот чучело на этом саммите, или что это, как это, на закрытии российского центра начинает говорить, что геи в Молдавии появились из-за России, поэтому мы будем закрывать. Это вообще просто кринж. И Пушкина туда привязали тоже. Это, конечно, кринж, дорогие мои. Поехали дальше. Сегодня у BBC плохой день был. Я имею в виду вчера. Он был очень плохой день. Помните, я вам говорил, что они там уволили двоих там у себя по просьбе Трампа. Точнее, не по просьбе, а по наезду Трампа. Если кто не знает эту ситуацию с BBC, которая произошла, они специально смонтировали слова Трампа так, как будто он гнал людей на бой туда, в Капитолию, когда были выборы и выиграл Байден. То есть они обрезали его слова и поменяли местами, поставили так, что идем воевать туда, в Капитолию. А реальные слова, которые были, без вырезки, что идем туда и будем договариваться с этими конгрессменами о том, что было не так. И понятно, что Трамп уже начинает собирать банду. И они быстренько увольняют двоих человек. То есть те сами написали, что мы увольняемся. Но я же сказал, что Трамп выставит счет. И какой, они не говорили. Сегодня Трамп подтвердил, какой счет. Дорогие мои, это жесть просто. Это жесть. Мы подадим на них в суд и потребуем от 1 до 5 миллиардов долларов. Наверное, на следующей неделе, заявил Трамп. Теперь понимаете? Они же писали BBC в прошлый раз, когда я вам читал, что они отказались от выплаты, этого ущерба. А я вам сказал о том, что, наверное, там такая сумма, и когда появится сумма, я вам обязательно заявлю. 5 миллиардов, от 1 до 5 миллиардов. Я скажу больше. Трампу YouTube заблокировал канал. Google распетлял с Трампом в 125 миллионов. Миллионов. Понимаете? А этим предъява в 1 до 5 миллиардов. То есть я просто объясню по-другому. Там куча людей инвестировали в Трампа. Я же вам говорил, в его фонды. Миллиарды. И теперь BBC, он будет... Я не знаю, что с ними будет сейчас. Я не знаю. Мне уже не интересно. Минус одни эти будут. Минус один, как говорится. Все сейчас показывают Коломойского, который делал заявление там про Миндича. Коломойский умеет, знаете, там у него журналист или кто там, корреспондент. В Украине вообще мало осталось. Именно те, которые работают с Зеленским, журналистами. Их так нельзя назвать. Это пропагандоны. Это очень плохие люди, которые против всех абсолютно. Пишут там по заказу, за деньги и все остальное. То есть журналистской этики ничего такого не осталось. И
задает вопрос Анна Коломойскому по поводу, как вы относитесь к Миндичу? Говорит, хороший парень. Хороший парень, говорит. Ничего плохого нет вообще. И вот он сегодня делал заявление по поводу Зеленского. Там есть еще разные слухи по поводу этого, я вам прочитаю. Поехали. Не рвись, может, Наполеон IV. Ну, он проиграл Наполеон, Зеленский. Жил и победил Наполеон. Но скоро его не будет, этого Наполеона. Ну, вы поняли, про какого Наполеона он сказал, которого скоро не будет. Говорят, что Зеленский, ему не выключает свет, ну, по приказу Зеленского, в камере не выключают ему свет. И повесили камеру. Так он ходит и вокруг этой камеры рассказывает, как он будет ликвидировать каждого из его семьи, включая детей. Ну, я не могу здесь называть, как он это говорил, да, там, прямую речь. Но он ходит вокруг этой камеры, которую ему поставили тут, и это Коломойский, и рассказывает, как он будет там с ними расправляться, дорогие мои. Украина и Россия согласовали возвращение к стамбульским переговорам с целью обмена 1200 военных пленных, сообщил Умеров. Ну да, он не зря убегал туда, потому что он идет еще по делу, вы сами понимаете. По его словам, в переговорах о возобновлении процесса участвовали Турция и ОАЭ, взяв на себя роль посредника между сторонами. В ближайшее время запланированы технические консультации, в ходе которых будут уточнены все процедурные и организационные вопросы, отметил глава СНБО. Он уже не министр обороны, да, он стал главой СНБО, а министром обороны у нас стал этот, как его, Шмыгаль. То есть там министр обороны, я не знаю, что это за должность. Должность, которая собирает откаты там с разных щелей, это точно. Ну и Умеров, понятно, там показывает, что он не сбежал, а он что-то делает. Я только думаю, что россияне об этом не знают, дорогие мои. Поехали, уже нету оптикофарм, второй склад их завалили. Во время недавнего ракетно-дронного удара по Украине был полностью уничтожен один из двух крупнейших в стране медицинских складов, сообщили владельцы компании Optima Farm, дорогие мои. Это на самом деле не очень хорошая новость, но понятно, что там прятали кучу всего, но это опять же то, что складывается в ту гуманитарную катастрофу, которую Россия делает. Ну, именно делает. Потому что, ну, я не знаю, я не скажу, что терпец урвался, да, но я скажу, что это Трамп виноват. Потому что, ну да, это Трамп виноват. Он начал говорить про бумажного тигра, ну вот сейчас будет именно делать все по классике. Уничтожать, чтобы не было таблеток, да, чтобы люди бежали в Европу по-любому. Посмотрите, что Мерц говорит. Там уже у них паника в Германии. Людей прибывает и прибывает. Как можно, ну не как можно больше, а все больше и больше прибывает. И понятно, если не будет лекарств, то их придется завозить, а если они не смогут их завозить, потому что в Европе они сами нужны, то люди будут бежать в Европу туда на эти лекарства. Ну и всякие разные вещи. То есть будет гуманитарный кризис такой, отразится на Европе за бумажного тигра. Ну вот, дорогие мои, как выглядел Майдан сегодня. Участники митинга требовали очищения власти от коррумпированных чиновников и выражают поддержку в работе НАБУ, в частности детективу Магомед Расулову, которого они там в тюрьме держат, в отношении которого, по мнению собравшихся, осуществляли давление. Ну, там собравшихся, там человек 10 было и все. Ну, как я и говорил, что наши подписчики пишут, что 500 гривен не дали, и все, и Майдан это. Ну, если Притула будет кричать, Майдан будет. Потому что Притула дает там по 10-15 евро за приход на Майдан. Чтобы вы понимали. А Притула сейчас кричит, чтобы один вор, Миндич, отдал второму вору Притуле деньги, 1 миллиард гривен. Понадобилось им срочно. Снять с лохов бабули. Поехали. Полевая фортификация ВСУ, прикрывающая Гуляйполе с востока и северо-востока. Обратите внимание вот на этом скриншоте, да, что Яблоково уже под контролем противника. Сейчас я вам его увеличу. Вот. Здесь вот уже Гуляйполе, вот оно, левее чуть-чуть. А вот Яблоково уже под контролем противника. А на окраины затишья были выбиты украинские военные. Фактически это указывает на то, что российская армия буднично преодолели основную линию полевых укреплений ВСУ, прикрывавших Гуляйполе с восточного направления.
Так что так, да, там на фронте беда у них, большая беда, очень большая. Поехали дальше. Вот уже пишет украинская журналистка, что фронт ВСУ Гуляйполя рухнул из-за бездумных штурмов. Теперь некому защищать позиции, пишет украинская журналистка. Ну, там называют они этого Калюжина, да, Калюжина, тиктокером. Тиктокер, который зашкварился своими тиктоками, еще больше зашкварился своими штурмами, пишет, это Калюжина, это про Манько она пишет, точнее, Манько там тиктокер. Вот, пишет Калюжина о главе штурмовых войск ВСУ Манько. Его ж только недавно поставили. 2 раза российская техника заехала в Новопавловку и высадила до 100 человек десанта. С этого направления через день уже пишут ей разные отчаявшиеся командиры ВСУ, пишет опять же Калюжина. Прекратите контратаковать везде, где нужно. И нет. Встаньте уже хоть где-нибудь в оборону, если еще можем, конечно, и дайте бригады людей. В бригады не тиктокерам. Бьется в истерике журналистка. Нехай бьется. Стерненко тоже уже бьется в истерике, дорогие мои. Поехали дальше. ВСУ подтвердили отступление из Нововасильевского и Запорожской области. Силы обороны Юга в последней сводке упомянули отход на более выгодные позиции для обороны позиции. Вот так вот такая вот, видите. По их словам, это произошло в рамках перегруппировки. Ну, я имею в виду, тавтология не от меня. В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого столкновения, а также в целях сохранения жизни военнослужащих состоялся вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасиловская на более выгодные для обороны позиции. Пишут силы обороны Юга. Кто там пишет? Там же есть у этого человека имя. При этом в России сегодня заявили о захвате села Яблоково к югу от Равнополя. Вот там вот в Равнополе как раз и происходят сейчас такие сложные бои. Это село также захвачено. Уже захвачено по дороге на Гуляйполе. Видите, с утра там были бои, а уже к вечеру уже захвачено. Освобождено, я так скажу вам. Поехали дальше, дорогие мои. Тут у нас французское издание Le Monde рассказывает про украинскую, знаете, как это, похоронную мафию, ее так называют. Вот. Но она существовала еще до войны. Но вот во время войны она окрылилась. Поехали. Охотники за телами. В Украине на фоне войны расцвел теневой бизнес похоронных компаний, которые сами участники рынка называют мафией. Об этом пишет французская газета Le Monde. Суть схемы в том, чтобы первыми добраться до тела и навязать похоронные услуги родственникам. У меня знакомые, они в полиции работали еще до войны, задолго, где-то лет за 10 до этого все было. Они говорили, что похоронщики, там есть Анубис и другие всякие там компании, одесские. Это в данном случае пишут об одесской компании. Договаривались с копами, что если поступает звонок, они их так жмурами называли, о жмуре, то, от кого-то из пострадавших, то чтобы они звонили в Анубис. И вот эти ребята, которые работали там, в полиции, говорили, что Анубис приезжал еще до того, как приезжала полиция и скорая помощь. То есть еще факты смерти не подтвердили, да, вот он просто там лежит, там должна скорая там подтвердить, там полиция подтвердить, а после его уже там, они уже его там сидели, ждали. Поехали. Что говорят, да? Суть схемы в том, чтобы первыми добраться, это я уже читал, мы охотимся за телами, это как животные в джунглях. Лев получит лучшую часть, гиенам останется остальное, говорит сотрудник крупной одесской фирмы, пожалуйста, Анубис, представленный как Иван. По его словам, компании имеют неформальные договоренности с полицией, медиками и моргами, которые за вознаграждение первыми дают информацию о смерти. Это не коррупция, это называется купить информацию. Цинично замечает он.
Это в французской газете. Работники получают процент от каждого похоронного контракта, поэтому конкуренция жесткая. На местах между агентами разных фирм доходило до открытых конфликтов. Активисты Михаил Серебряков говорит, что такие практики существовали и до полномасштабного вторжения. Ну, то, о чем я вам и говорил. Но с начала войны только усилились. По его словам, иногда агенты похоронных служб приезжают на место смерти раньше скорой помощи и полиции. И это было за 10 лет. Это в 2015 году еще раньше было это. Вот они только усилились. Потому что их заранее предупредили за деньги. Рынок оценивается более чем в 2,1 миллиарда гривен в год и насчитывает свыше 3000 компаний, преимущественно частных. Стоимость похорон за время войны резко выросла. До 2022 года средний чек был около $200. Ну, там, вот я читал эту статью, там, конечно, жесть просто жесть. Сейчас в крупных компаниях похороны обходятся от $500 до $1000, а дорогие гробы могут стоить и тысячи. При этом у самих медиков и других информаторов выстроена своя схема откатов. Один одесский санитар сказал, что за каждую передачу информации о смерти можно получить от 70 до $120. И за попытку работать напрямую с похоронной фирмой сотрудника уже увольняли. Отдельная часть рынка – похороны военных. Формально базовый пакет для семейных, точнее для семей павших солдат, гроб, крест, транспорт оплачивает город. Это около 15 тысяч гривен. И теперь послушайте, дорогие мои. Между нами мы его называем, то есть этот тариф, тарифом для бомжей. Это вот говорит вот этот Иван. Но многие семьи им пользуются. Я хочу вернуться, знаете, вот к тем словам, которые я говорил, что вот ловят, да, там, почему европейцы не воюют. Ну, я целое видео на 4 минуты об этом записал. Понимаете, да? То есть, мало того, что семьям ничего не выплатит, так еще вот это вот тариф для бомжей. То есть мама растила там 20, 30 лет, 40 лет своего сына, да, он там учился. Вот просто для меня это сложно воспринимается. Когда человек с детства, это ж прошел садик, да, там мама беспокоилась, чтобы его нигде никто не обидел, ничего, там папа беспокоился, покупали ему там одежду, выращивали этого ребенка, учили чему-то ему, там, культуре и так далее. Потом он поступает в школу, они переживают этот момент. Потом он поступает либо в училище, либо там в университет, либо в институт, а потом война, его ловят. Где-то он исчезает, потому что они не признают, что он пропал без вести. А потом вот, если нашли его тело, бомж-пакет. Ну, у меня нет слов по этому поводу. За все, что выходит за рамки базового набора, родственникам приходится доплачивать. И на этом тоже строят схемы давления и навязывания услуг. Это, опять же, этот Иван говорит. При этом законопроекты в том числе подготовленные правительством, которые приводят в порядок эту сферу, блокируются, поскольку черный рынок выгоден слишком многим. Ну, если уже Le Monde, французская газета, пишет об этом, ну да, то уже стоит обратить внимание. Вы видите, да, как вот построено государство, и это еще и при Кучме было. Это, еще раз хочу сказать, когда посыпется вертикаль, вы увидите голову Кучму. Вот сразу же увидите. Он начнет где выплясывать или что-то еще. Увидите его сразу же. Это все от него. И вот эти вот блокировки законов, эти судьи, которые выполняют приказы непосредственно от президента, у которых нету своих каких-то там, автономности, да, это отдельная там линия власти, да. Вот, эти прокуроры, вся эта банда, мафия. И уже похоронка туда пошла. Тюрьмы, пенитенциарные службы и так далее. Окей, 20-й пакет санкций уже в работе. Евросоюз ведет работу над 20-м пакетом антироссийских санкций, сообщил представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Вот это, помните, да, там то, что от куриного помета дешевле топиться. Ну вот если поймаете Каю Каллас, там достаточно будет кала,
для того, чтобы дешево топиться. После встречи с министром обороны Германии в Берлине она в очередной раз призвала к конфискации. Господи, она призвала к конфискации. Просто, да что же это за такой паразит эстонский? Где, откуда он появился, понимаете? Вот слушайте, что она говорит. Войны проигрывает тот, у кого первым заканчиваются деньги или солдаты. Именно поэтому мы продолжаем оказывать давление на Россию санкциями. Но в Украине солдаты закончились. Эстонские солдаты, там их перемолят за 2 дня. Ну, может, за неделю их перемолят, всех эстонских солдат. Какие там следующие будут? Они не обученные, не битые, они не знают, куда там идти, бежать. Потому что я смотрю там кадры с фронта, там они пацаны такие, выход, все. То есть они там все слышат, на все ориентируются, где там дрон жужжит там, или что-то еще. Все знают, то есть у них там нормально, знаете, такой вот эта школа выживания. Они... А куда эти эстонцы пойдут? С Молдавской Бессарабией, да, с ЛГБТ-флагами после Пушкина воевать пойдут они там вместе с молдаванами. Тоже интересно. Бойцы молдавские. Хотя Молдавия, да, если кто не знает, это была часть Румынии, а Румыния, это во время мировой войны, была за Гитлера. Поехали дальше. Послушали мы эту Каю Каллас. Украина войдет в число членов Евросоюза в начале 2030 года. Даже не 30-го, а 30-х годов. Это заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Украина станет членом ЕС в начале следующего десятилетия. Все, молодцы. Выходите на Майдан с картонками своими. Дальше. Молодцы, молодцы. И при этом у кого закончатся солдаты. Понимаете, это сидит вот это чмо, Каллас, где-то там эстонское, да, это чмо. И я ее не помню, она или литовская, латышская, короче, прибалтское чмо это сидит, вот, и рассказывает, у кого закончатся солдаты. То есть про украинцев она рассказывает. То есть поляки, да, там рассказывают, что Украина еще 3 года может повоевать. И Каллас рассказывает, что у кого закончатся солдаты быстрее. То есть они не отправляют своих европейских, дорого обойдется, вы же сами понимаете. Не 200-300 баксов, да, не бомж-пакеты надо платить там родственникам за погибших, а большие там суммы надо платить. Так вот, мне интересно, ну ладно, посмотрим. Мне кажется, что усталость уже приходит. В какой-то определенный момент, ну и посмотрите, мы можем уже видеть в миниатюре, как разбегаются крысы. Ну вот именно в миниатюре, чтобы понимать, куда они бегут там. Через Австрию в Израиль они бегут. Я знаю, что в Израиле очень много тех, кто не поддерживает власть Зеленского. Могут их там где-то... Вот. Вот мы видим, что Умеров, да, там по Турции лазит. Это вот побег в миниатюре. А представьте, там вся вертикаль будет разбегаться. Там Стефанишины, все это дерьмо, оно начнет разбегаться просто отовсюду. ТЦКшники начнут бежать. Это самая плохая доля у этой категории людей. Это у ТЦКшников. Поверьте. Этому человеку вообще не сдобровать после войны. Вообще. Я понимаю, что они там будут рассказывать. Я воевал. Ты ему в спину нож или в горло нож ему всунут по-любому где-то. Там за пьянкой какой-то. Сломают ему череп. Или... Ну, вы увидите сами там. Вот, это, как вам сказать, полицаи сегодняшнего дня. Те же самые, которые травили евреев в газовых камерах, вот эти вот полицаи гнали украинцев убиваться, да, туда на фронт, умирать за вот этого вот найвеличнейшего и за Каю Каллас, и за Сикорского, и всех остальных. Поехали дальше. Вот какой Майдан нужен. Скоро количество военных, ушедших в СЗЧ, будет равно количеству воюющих солдат, заявил Костенко. Ну, это нардеп. 80% сейчас убегают из центров подготовки, и страна ничего не делает, чтобы их вернуть или создать условия, чтобы они боялись убегать или выполняли свой долг. У нас миллионы ухилянтов, которые ходят, прячутся или просто наблюдают, сказал Костенко. Вот это Майдан, понимаете? Когда можно там с молчаливого несогласия там, убегать. А за кого погибать? За Каю Каллас? Ну вот ты сам подумай, если ты там решил куда-то пойти. Ладно, те отбитые, которые думают, что они там воюют за свободу или что-то еще, у которых
мозг до сих пор там в отеке находится, еще не может прийти в себя. Но если ты-то нормальный, адекватный, ну, отбиваешь дупля, да, что происходит, за кого ты пойдешь умирать? Ну, серьезно, за Каю Каллас? За Сикорского, за Навродского, за кого? Ну, скажи мне, за Майю Санду ты пойдешь умирать? За кого? Ну, действительно, если для тебя готов бомж-пакет. А родители, да мало того, что это еще будет хорошо, что родители получат там от тебя что-то. Вот как вот там женщина рассказывала, пакетики, и принесли там кусок ноги или чего-то еще. То, что они опознали. Без денег. Просто вот справку о том, что он умер, и кусок ноги. Иди хорони его, этот кусок ноги. По бомж-пакету. Именно в прямом смысле слова. Положат в пакет и где-то закопают на заднем дворе, без всяких этих. За кого? Поехали. Вот сегодня то, что я вам говорил по поводу Коломойского. На самом деле, да, вот я вам так скажу, что мальчики, которые убежали, я там с ними общаюсь, с мужиками и все остальное, они уже построили здесь себе новую жизнь. Да, вначале там не получалось. Потом уже по чуть-чуть вошли, вкурили и начали тут уже работать, какие-то денежки откладывают, даже куда-то на отдых ездят, даже каких-то там своих родственников приглашают к себе. Жизнь идет. А какая у тебя жизнь там на фронте, в окопах этих? Там уже и газовая гангрена, говорят, уже и СПИД, потому что кровь не проверяют, когда берут у доноров. Не знаю, ну надо ж, ну, если ты себя не любишь, так маму свою хотя бы, там, родителей своих хотя бы. Они же, еще раз говорю, с рождения, ясли, сад, школа. Это тебя все родители твои выращивают. Для чего? Для того, чтобы ты побежал за Каю Каллас, сдох. А потом им принесли бомж-пакет? Или в бомж-пакете тебя? Поехали про Коломойского. По команде Зеленского, сидящего в СИЗО олигарха Коломойского, пытают. В камере не гаснет яркий белый свет, из-за чего Коломойский... А это же точная информация от него. У Коломойского есть телефон. Потому что там рассказывают, он звонит всем, со всеми общается. Конечно, он и расскажет об этом, так что это не вброс точно. Из-за чего Коломойский не может спать. У него начались проблемы со здоровьем. Также в его камере установлена видеокамера. И зная это, Коломойский, сжав кулаки, очень эмоционально, прямо глядя в эту камеру, отправляет послание Зеленскому. Он обещает вырезать всех его родственников, в том числе детей. Рассказывает, как он прикончит самого Зеленского. Но перед тем, как он его прикончит, Коломойский обещает посадить Зеленского в клетку и возить его по Украине. Причем, говорит, это все Коломойский очень убедительно. И вот этот самый Игорь Коломойский, а также его бизнес-партнер Боголюбов, как сегодня пишут, внесли свой вклад в расследование коррупционного скандала вокруг Миндича и Зеленского. На протяжении нескольких недель Коломойского часто возили в СИЗО на допросы к НАБУ, откуда он возвращался в хорошем настроении и звонил знакомым, рассказывая, что Зеленскому скоро конец. Ну, я бы хотел посмотреть на Зеленского в клетке. Это, знаете, как это в «Игре престолов». Наверное, Коломойский насмотрелся этой «Игры престолов». Вот, наверное, хочет, как в «Игре престолов», возить этого Зеленского. Убежит же. Убежит гнида, гниденыш. Ну, я зеленого имею в виду. Окей, погнали дальше. У нас тут ядерные испытания, всякие гонки ядерные. Путин планирует лично наблюдать за ядерными испытаниями на новой земле. Это все после того, как Трамп заявил, что дал команду подготавливаться к ядерным испытаниям. По данным журналистов кремлевского пула, в настоящее время график президента встраивается с учетом того, что он лично будет присутствовать в командном пункте при проведении ядерных испытаний. Это будет и важнейшим символическим аспектом. Нужно все-таки показать, что Владимир Владимирович лично держит руку на пульсе и курирует эту тему, не давая ее на самотек своим генералам, рассказал близкий к АП. Опять же источник, так же Россия уже перехватила эту пальму первенства, понимаете? Сейчас все через источники идут. И мне это источники присылают, данные про Коломойского и вот это вот. Поехали. Очень важное объявление хочу показать. Вот
пакетик, видите, да, такой беленький внизу там валяется. В последние дни, ну и последние недели, дети подбирают вот такое, им отрывают там пальцы на руках. Маленьким детям это уже инвалид на всю жизнь. И вот сегодня тоже заметили в Солнечногорске, вот у мусорника вот этот вот пакетик и передали сразу же полиции. Когда они пришли этот пакетик разворачивать, да, там бахнуло. То есть они нейтрализовали это все. И вот люди, которые передали этот материал, просят всем россиянам сказать, чтобы следили за детьми, чтобы они не подбирали ничего. Потому что уже 3 случая было, когда отрывало руки. Ну, не руки, а пальцы детям. Так что берегите своих детей. Это ж, ну, представьте, какой это кошмар. У меня после того, как ребенка сбили, я не знаю, там, это очень страшно. Очень. А если еще ребенок поднесет к лицу? Будьте внимательны, дорогие мои, будьте внимательны. Трамп анонсировал скорое проведение ядерных испытаний в США. Вот и погнали. Также Трамп призвал организовать встречу между США, Россией и Китаем и обсудить эти вопросы сокращения ядерных арсеналов в текущем. Я вообще про эти сокращения вижу, чем они потом боком, как они выходят. Когда Россия посокращала все, а потом вот через прокси-страну начинают, в которой ничего якобы нет, но они сами туда завозят, начинают устраивать какие-то военные действия. То есть все порезали корабли, все порезали там свои самолеты, бомбардировщики, да, все порезали свои ракеты, а потом раз, и к тебе в гости какой-нибудь сосед, которого там накачали деньгами, дураками, Соросами и всем остальным. Опа, и войнушка. А у тебя уже ничего нет. И заново нужно там 5 алабуги строить везде. И все. И брать корейцев там и всех остальных. Зачем? Просто не надо в эти игры играть, и все. Вот Китай, после того, что происходит, увеличил свое количество ракет. И будет его увеличивать там с каждым годом на 1000, насколько я знаю. Вот так вот. Дружить с США. Поехали. Больше 16 населенных пунктов Россия освободила в Днепропетровской области. Но у Сырского все контролируется, вы знаете. И вот заявление непосредственно Стерненко, что наша оборона разваливается. Когда российские танки въедут в Запорожье или в Днепр, вопрос времени. Это написал Стерненко. Ну, посыл, опять же, знаете куда. Поехали. Берлинская, знаете, такое, вот такая вот, я не знаю, квадратное лицо. Вот. Женщина квадратное лицо. Говорит, что война на истощение может продолжаться еще 10-12 лет. И пишет, что если мы продержимся, рано или поздно Россия все же развалится. Ну да. Развалится точно. А вместе, ну, уже после кого-то. Да, именно уже после. Вот. И вот еще тут есть некоторые новости, сейчас дочитываю, и все. Уже больше 30 минут, дорогие мои. Сырский отдал приказ вывозить военное оборудование и технику из Гуляй-Поля. Из-за отсутствия резерва ВСУ мы не способны будем удерживать город. Ситуация на Запорожском участке фронта сейчас одна из самых тяжелых. И вот у нас Financial Times рассказывает про Зеленского непосредственно. Обмен, точнее облавы силовиков в роскошных киевских квартирах, одна из которых с золотым унитазом, фотографии спортивных сумок, набитых наличными, аудиозаписи, на которых чиновники обсуждают схемы отмывания денег. Это лишь часть деталей, которые потрясли украинцев на прошлой неделе, когда администрация президента Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его прихода к власти, дестабилизировав руководство страны в критический момент войны. Этим летом Зеленский и его ближайшие помощники пытались ослабить независимые антикоррупционные агентства, которые завершали масштабное расследование, направленное против ближайшего окружения Зеленского, но украинскому лидеру и его союзникам пришлось отказаться от этой попытки после массовых протестов и возмущения западных партнеров. Каких партнеров? США только возмущались и все. А остальные все закрывали глаза, как будто ничего не происходит. Как и сейчас с этим коррупционным скандалом. Невзирая на это, следователи на этой неделе обнародовали обширные материалы, включая обвинения, согласно которым высокопоставленные чиновники получали откаты на строительных проектах по защите электростанций от российских ракетных ударов, в то время как украинцы живут в ежедневных верных отключениях света.
Зеленский в итоге выступил против подозреваемых, пытаясь защитить свое президентство. Несмотря на резкую смену позиции Зеленского, его реакцию критикуют как запоздалую, а политики готовятся к новым разоблачениям, которые могут нанести ущерб ближайшим соратникам Зеленского, ведущего Украину через жестокий конфликт с Россией. Там Туск сегодня тоже говорил по поводу того, что опять это Россия и все такое. То есть есть те, кто его прикрывает. Хотя прекрасно понимаю, что он принимает участие в этом тоже. Ну, как бы он не последний там в этих всех схемах. И понимаю, что там у нас есть же свои ястребы свободы. Да? Там не свободы, а мира. Вот, есть ястребы войны, да, вот сейчас пока ястребы мира ждем, там еще одного Бабиша. Вот, если он, конечно, будет, то будет хорошо, потому что там вот в Словакии, я вам вчера показывал, да, там вот эти вот в черных костюмах, которые ходят, которых Фица отправлял сюда, ну, я имею в виду в Украину воевать. Так что ястребы мира уже начинают раскачивать и говорить о том, что не давайте деньги в Украину. Орбан об этом говорит, Фица об этом говорит. Все говорят о том, что не давайте деньги в Украину, их разворуют. Это хороший сигнал. Но, как мы видим, вот эти Калласы, фон дер Ляйены, да, там сегодня фон дер Ляйен сказали, что ее нужно на цепь в дурку посадить, и сразу же отключили микрофон у евродепутата. Вот. Они нет, они не хотят. И Трамп ничего не заявляет, и Америка ничего не заявляет. То есть не Венс молчит, который ненавидит Зеленского. Тот же Патель молчит, ничего не говорит. Я еще не понимаю. Сегодня Трамп тоже опять делал заявление, говорит, что еще чуть-чуть увидите, и вот этот самый такой момент будет, когда уже могут пойти на мир. И турки также об этом говорят. Ну, туркам я не верю. Окей, дорогие мои, подписываемся, кто не подписан. И, как обычно, я вас всех обнял.